Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я хочу вам показать самую метовую сборку этого патча. Это галактика Грува. Но я надеюсь, конечно, что мне никто руинить не будет. Сейчас я заранее прочекиваю, что здесь по звездочетам, что здесь по псионикам, потому что хочется показать вам мастера Yi. В общем, хочется сделать вам контентик. И сегодня же вышел патч, который, ну, внес такие приятные изменения, можно сказать, на самом-то деле, типа. Ну, а по поводу патча, там можете сами почитать в лаунчере, что там конкретно поменяли. Но единственное, что вам хочу сказать, это то, что теперь можно собрать звериный отряд, даже не имея эмблемы. И это прикольно, на самом-то деле. В общем, нужно будет реализовать звериный отряд. Если что, это я не первый раз пытаюсь записать вам галактику Грува. До этого у меня получилось записать галактику Грува, но немножко не так, как бы мне хотелось. Я ее записал, можно сказать, фаново. Фаново, потому что я там получил аугментацию раннюю, называется Боньк через Киринасуса. Ну, было прикольно. Если вам интересно, соответственно, посмотреть эту игру, то напишите в комментариях, я ее выложу. Ну, я просто планировал там галактику Грува записать, но выпала аугментация Боньки, я, соответственно, сделал аугментацию Боник. В общем, хотите увидеть, пишем в комментарии, что хотите увидеть. Не хотите, я ее, соответственно, выкладывать не буду. Спойлерить тоже, что там происходило, не буду. Тут я, кстати, если что, продаю сейчас фигуру, чтобы выйти в хорошую экономику в 10 монет. Ну и будем чилить. Надеюсь, что мне повезет еще по аугментациям. Хочется несколько аугментаций. Короче, об этом сейчас поподробнее, чуть попозже. А сейчас, ну, моя любимая, да. Присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого еще не сделали. Также подпишитесь на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Все. Оу май. Сюда, еще и 2 мили выпало. Может быть, мне получится на ранних разрушителях времени сесть, что тоже будет как бы приятно. Мне всегда нравится, когда падает первая аугментация, предметы Пандоры. Есть, конечно, еще аугментации, которые мне тоже нравятся, но вот предметы Пандоры я прям обожаю, потому что можно собрать абсолютно все нужные мне предметы. В комментариях, кстати, писали вопрос по поводу богов. Что дает каждый бог, если ты выбираешь его сторону? По поводу промежуточных наград, это я имею в виду первая, вторая, третья стадия, когда вы выбираете там награду, там предмет, хпшку и тому подобное. В общем, это рандомно, ну, насколько я знаю. Там есть, конечно, свой список, что может выпасть, но я думаю, это рандомно. Ну, а все бафы богов, ну, об этом лучше почитать как бы самому, потому что я особо как бы не запоминал, что каждый бог дает. Единственное, что я знаю, что когда там появляется бог, который дает задание, то можно в конце получить задание, которое сделает вам на одну синергию больше всех неуникальных синергий, грубо говоря. И это на самом деле жестко, потому что можно закрыть, грубо говоря, звездочетов, миперов и тому подобное, имея там минимальное количество эмблем всего лишь. Вот что я хотел сказать. По поводу галактики Грува. Почему она такая популярная, почему она настолько сильная и почему каждый хочет ее собрать. Боже, как обалденно. Просто сколько двухзвездочных фигур. Мне нравится. Мне очень нравится. Я даже так сейчас сделаю, чтобы поставить разрушители времени. А Тима продам. Тима, ну, не очень такой, знаете, влияющий персонаж. Ну, в общем. Галактика Грува. В зависимости, соответственно, от уровня синергии, она дает вам разнообразные бонусы. Но самое главное, есть пассивочный бонус, который действует, вот, если, допустим, при 5 галактике Грува с самого начала. Ну и, соответственно, дает хп-реген и скорость атаки. Это такой очень приятный бафчик от галактики Грува. И вот, допустим, того же самого Орна, ну, у галактики Грува есть, грубо говоря, один-единственный танк, это Орн. И он очень сильный, этот танк. И вот под него галактика Грува работает идеально. Особенно, если вы получили нужные предметы. Условно, вам там, допустим, надо просто физ-защита и чуть-чуть маг-защиты. Вы делаете каменный доспех Гаргули, облачение духов и доспех Вармога, который дает кучу хп. Вот эти вот топовых 3 предмета на него подходят, но там, конечно, нужно отталкиваться от ситуации, что конкретно происходит сейчас в игре, там где-то магии надо добавить, может плотности в виде защиты добавить. В общем,
3 универсальных предмета — это каменный доспех Гаргули, облачение духов и доспех Вармога. При таких предметах вы будете получать огромное количество хп и огромное количество хп регена. И этого танка почти хрен пробьешь, особенно когда активируется синергия галактики Грува. При 3-м уровне синергии, это имеется в виду, когда у вас 5 галактики Грува, каждую секунду действия галактики Грува у вас повышается сила атака и сила умений. И вот тут, к чему я вас подвожу, это то, что я хочу получить аугментацию Логово Барона. Логово Барона — это та аугментация, которая спустя 8 секунд дает вам каждую секунду усиление в виде силы атаки и силы умения. Это идеальная аугментация под галактику Грува. Ну, это я так считаю. Вообще идеально, знаете, получить такие 2 аугментации. Во-первых, не считая предметов Пандоры, это получить Логово Барона и драгоценный лотос 2 уровня, который даст шанс крита. Тогда мы можем некоторые предметы поменять. О, божественное вмешательство. Берем 30 хпшек. И я это хочу. Ну тут, что я могу взять? Можно, в принципе, броню взять. Можно перчатку. Я возьму броню. Броня пригодится. Вот. Надеюсь, что там будет какая-то особенная награда, которая мне очень-очень понравится. Очень хочу посмотреть на эту награду. Также по поводу керри. В галактике Грува есть 3 четких керри. Это Самира 3 ранга, это Нами 4 ранга и Блицранг 5 ранга. Блицранг и Нами — это 2 героя, которые бьют через магию. И Блицранг на самом деле нормально так урона наваливает. Я бы сказал даже добротно. Так, я сразу закидываю раскол брони. Это нам надо. Под Самиру подходит. Вот. А Самира — это герой, который физ урон. Ну и, соответственно, знаете, идеальная сборка, которую вижу я, это 7 галактики Грува, легендарный герой Шен и легендарный герой Джин. А дальше там уже надо будет отталкиваться от ситуации, что нужно будет докинуть. Вот. Что еще хочу сказать? Мы ролимся на 7 уровне, пока не соберем Орна, либо Самиру в 3 звезды. Ну, нам самое главное — это собрать Орна в 3 звезды. Ну и желательно, конечно, Самиру в 3 звезды. И это сделать как можно быстрее. И если никто руинить не будет, то все будет замечательно, все будет прекрасно. Можно будет спокойно собрать Самиру и Орна в 3 звезды. Если собираете рано Самиру, Орна в 3 звезды, и дай бог вам падает рано на Ами в 2 звезды, они просто, может, вы ультра фартовый, и на 7 уровне вы получите Блицранг, вы просто закрываете фулл синергию галактики Грува и кайфуете. Под галактику Грува есть еще одна аугментация, это двойная защита называется. Это когда вы собираете одного героя в 3 звезды, и у вас появляется дополнительная копия этого героя в 2 звезды. И, соответственно, когда этот герой умрет, либо же там, ну, какой-то из них, короче, дубликат, если умрет, то точная копия умрет, то, соответственно, от максимального количества хп ваш оригинал, ну, выживший оригинал, можно так это назвать, получит броню, ну, щит. Это тоже топовая аугментация под галактику Грува, потому что Орн, он дает, вот давайте по поводу Орна расскажу. Вот плавно перешли к нему, почему я говорю, что двойная защита аугментация — это довольно-таки сильная аугментация, особенно под Орна. Смотрите. Орн — это тот герой, который, если у вас вообще там никаких предметов нету, либо какое-то количество предметов есть, но не фулл, дает вам рандомный предмет танковый, который подходит ему. Это топчик. Но если у вас 3 слота забитых, то один из этих предметов становится лучезарным. И вот поэтому галактика Грува еще топовая. Именно из-за этого. Она очень сильная из-за этого. Потому что есть четкий танк, который усиливается. Плюс под галактику Грува вы получаете хп реген и скорость атаки еще при активации галактики Грува. Топ. Вот. Что еще хочу сказать? Ну, давайте по предметам пройдемся. Универсальные предметы на Орна сказал, дальше нужно будет по ситуации смотреть. По поводу Самира. Ей обязательно нужно копье Седзвина и клинок смерти. Дальше нужно отталкиваться от ситуации. Сейчас объясню почему. Если падает мне, допустим, сейчас аугментация драгоценный лотос, я ей буду откровенно рад. Она даст мне шанс крита, и я, соответственно, могу не искать грань бесконечности. Потому что грань бесконечности — это тоже довольно-таки важный предмет, чтобы у меня были криты. А если у меня будет этот драгоценный лотос, то, соответственно, мне можно отказаться от предметов, которые дают шанс крита. Вот. Ну как отказаться? Частично отказаться от предметов, которые дают шанс крита. Так, берем сразу. Вот. Ой, дурак, я лук взял, надо было меч взять.
Дурак. Ой, дурак. Сейчас поставил немножко синергию новую. Она как бы мне особо не нужна. Ну да, наверное, я зря это сделал. Ну ладно, пусть будет. Пусть будет, потому что у меня ткачи судьбы будут. И Милио, так как у меня сейчас керри, будет ее шарик отскакивать нормально. Почаще. Ну и раскол брони плюс сопротивление сейчас будет. Ну, такой чисто, пока что закрывашка временная. Потом я в любом случае их продам, и все. Вот. Вот. Поэтому предметы в Самиру. Копье со звином мы хотим обязательно, потому что после каждой активации способности будет срабатывать галактика Грува. Именно синергия галактики Грува. Соответственно, это повышенная скорость атаки плюс хп реген. Кайф? Кайф. Поэтому копье со звином мы хотим видеть в Самире. После. Раскол брони, лук. Этот мы перекинем, возможно, в другого героя. Я хочу здесь видеть Джина. Мы закинем в Джина. Плюс Джин массово, когда активирует свою ультуху, начинает всем накидывать. И, соответственно, все будут, по сути, под расколом брони находиться, что тоже как бы кайф. Ой, пояс великана хотелось бы, конечно. Когда вот это тоже было прикольно, но такое. Я возьму вот это, которое броню и сопротивление понижает раз в 2 секунды. Тоже норм. Хотя хотелось бы что-то получше, если честно. Ну, такие себе аугментации были. Но за неимением лучшего берем то, что есть. Получил копию каждого героя первого тира. Хорош. Хорош. Что еще хочу такое вот сказать. Вроде бы как можно закинуть клинок Гинсу, но как мне это избыточно, потому что при синергии галактики Грува у вас и так будет дохренища скорости атаки. Поэтому не думаю, что есть такой прям смысл брать именно клинок Гинсу. Да, за неимением лучшего можно брать. А так мы хотим копье Сидзвина, клинок смерти. Если драгоценного лотоса нету, то грань бесконечности и какой-то предмет на раскол броню. Либо же вот этот вот лук, который у меня есть, либо же в танк закинуть, там есть броня, которая раскалывает броню в радиусе. Не помню название, если честно. Вот. Броню в радиусе раскалывает. Что тоже, кстати, то будет неплохо. Лук мы, в принципе, перекинем в Джина. Джин это будет наш вторым физовым керри. А так мы, скорее всего, будем собирать это 2 керри сразу. Может 3. Это 1 магический, 2 физических, либо же 2 магических, 1 физический. Ну, в зависимости от ситуации. Возможно, Джин у меня вообще будет как саппорт, чисто там раскалывать броню и немножко от дамага подкидывать сверху. Робот выпал, пойдет. Хороший танк. Почему бы как бы и нет, правильно? Правильно. Сейчас уже 7 возьмем и начинаем ролиться. По хпшке я проседаю, галактика Грува мне не идет. Ага, здесь будет чел через Леону играть физовую. Ну вот, блин. Тут никто не собирает галактику Грува. Какого хрена мне так хреново падает галактика Грува? Я надеюсь, что когда я буду ролить, она будет адекватно мне идти. Вот ни один человек не собирает галактику Грува. По какой-то причине у меня так хреново падает галактика Грува. Кстати, ребят, кто шарит по богам, я вот только сейчас это понял, можете написать в комментариях свое слово, типа, что каждый бог делает. Можете прям по пунктам расписать. Я уверен, что многие этот комментарий оценят. Вот. Вот. Что еще? Что еще? Да, в принципе, как-то больше и нечего рассказывать по поводу галактики Грува. Единственное, что хочу сказать, это то, что нужно критически найти танка обязательно и Самиру. Это будет первоначальный старт. А дальше можно уже как бы отталкиваться от того, что есть. Здесь я взял PvE раунд, потому что, ну, по хпшке у меня хватает пока что. Там Акинчи возьму. Вот, по хпшке у меня пока что хватает. Хотелось бы, конечно, взять мне вот эти 12 хп, но я взял именно PvE раунд, чтобы получить и деньги, и фигуры, может, мне хорошие нападают, и предметы. Ну, короче, прям PvE раунд это топчик. Крабья тусовка это хорошая тема. Ну, я ее прям рейчу. Но если бы ее не было, я бы брал хп. В моей ситуации, потому что хпшка у меня не так много. 47 хп. Но это, откровенно говоря, грустно. Поставил там Кенча сейчас. Кстати, о птичках. Красное усиление мне пригодилось, если честно. Но мне очень хочется найти клинок смерти, либо грань бесконечности. Это прям важно. Это очень важно. Красное усиление. Оно просто будет резать хп-реген у моих противников, и это топчик. Это реально топчик.
То есть никогда не думайте о том, что порезка хп регена это плохо. Это очень даже хорошо. Тогда вражеские танки либо герои жестко отхиливаться не будут, и вы будете кайфовать, потому что стенка начнет падать. Вот, допустим, если против вас есть галактика Грува, вы, не дай бог, не возьмете отхил, вы Орна тупо не пробьете адекватно. Потому что он тупо будет регениться со своей синергией, что невменяемый. Поэтому надо иметь это в виду. Так, Гвен идет. Давай, пожалуйста. Киндред. Самира, наконец-то. Наконец-то хоть что-то приятное выпало. Так, Киндреда ставим. Сюда ставим. Так, это мы закидываем. Рамус нужен, Рамус не нужен. Шая, кстати, пригодится. Вместо Пантеона поставим. Пусть у меня пока что 3 снайпера будет. Так, тебя сейчас продадим. И соберем броню. Где-то там в тебя пока что закинем, потому что в любом случае мы тебя продадим. Пока что ты чисто как затычка стоишь у меня. Вот. Рамуса, в принципе, тоже можно было бы оставить, но мне пока что места будет жестко не хватать, и как бы покупать Рамуса это излишне. Излишняя трата моего места и денег. Я его чисто так пока что купил. У меня есть там Кинч, как затычка, там Поппи, жесткая Поппи. Мне, кстати, тоже нравится играть через такую Поппи, она очень сильная на самом-то деле. Еще копье Седзвина он закинет в эту Поппи и там забей. Там урона будет тьма. Ну-ка. Серьезно? Я выбрал этого бога для того, чтобы получить вот эту вот хрень? Ты угораешь? Я ждал особую награду, но явно не перчатки вора. Я хренею. Оно мне перчатки вора дало. У меня 25 хп, оно мне дает перчатки вора. Серьезно? Я, кстати, сейчас особо не переживаю, потому что я могу очень легко камбэкать. Самое главное, что пришло все как надо. Мне и сыпануло хорошо. Раскол брони выпал, спасибо, не надо. Можно было бы, конечно, сделать Когой дракона. Но сомнительно пока что. Та ты угораешь. Ты просто посмотри на это. Ну ладно, сейчас у меня предметы Пандоры. В принципе, оно все переделается. Пока что перчатку закину в Самиру. Повысим шанс крита. Ну, Гвен я в 3 звезды не буду собирать. Я ее чисто в 2 звезды собрал, и пусть будет пока что. Он, кстати, видите, предмет появился, доспех Вармога. А у меня его нет. Сейчас, когда я полностью закину все предметы, то там будет у меня один лучезарный предмет. Пока что, видите, он слабовато, потому что у меня, во-первых, нету галактики Груа полностью. У меня стоит снайпера. Я бы даже 4 снайпера поставил. Так, драгоценный лотос. Нами. Ну ладно, пока так сделаем. Так, меняем. Ставим 5 галактики Грува. Пойдет. Там Кинча мы оставим. Там Кинч дает приятные бонусы. Почему бы и нет? Так, Самира идет. Хорошо. Я надеюсь, что я за 5-ю стадию соберу все как надо. Это, конечно, я слишком многого захотел, но как бы губу раскатывать, как бы почему бы и нет. Так, у Нами... О, Самира еще одна. У Нами 85% шанса крита с одним предметом. На секундочку. Это драгоценный лотос у меня. Кайф? Кайф. Все, сейчас будет кайфулики. Сейчас будет хорошо. Жалко, конечно, логово барона не выпало, но, в принципе, я тоже этому рад. Пусть будет. Надеюсь, что мне сейчас выпадет меч, и я очень надеюсь, что мне адекватный предмет выпадет. Тут, кстати, физы до хрени еще, типов. Уже намного проще играть. Вот уже намного проще. В Нами какие мне предметы надо? Ну, по сути, перчатка достаточно. Посох бездны можно взять. И можно... Мориланомикон. Как раз он будет хп-реген резать. Можно. Еще один раскол брони. Спасибо. Можно было бы сделать 2 копья Седзвина в Самиру. Но мне нужен Рон. Грейвс пришел.
Это рано Грейс пришел, но я, если честно, не хочу. Не хочу Грейв забрать. Потом мне он пригодится. Но сейчас не хочу. Капельку я, наверное, все-таки засуну в нами. Или может так оставить. Может вообще... О, я облачение духов сделаю, точняк. Че я туплю люблю? Че я туплю люблю? В Орна закинем, чтобы было бы облачение духов. Там Акенчи я в будущем продам, но пусть пока что стоит как танк. В любом случае, я уверен, что я рано Блицранка не найду. Вот если бы вместо Грейвза мне упал бы Блицранг, у меня бы тут тупо челюсть отвисла. Там Кенч, в принципе, очень полезный танк. Он каждые 3 раунда дает какой-то рандомный бонус, и это на самом деле очень приятно, если он рано приходит. Очень приятно. Нами тоже сильный герой. Так, что у нас тут, что у нас тут? Ну, предметы возьму. Можно было бы, конечно, щит, но я возьму предметы уже. 3-й бок, в принципе, без разницы. Так, меч беру. Как раз сейчас сделаю себе клинок смерти в Самиру. Это будет топчик. Тут физы до хренища будет. Чел вот через попе играет, закидывает несокрушимых. Я бы на его месте, конечно, бы закрывал лучше синергию миперов. Но если у меня синергии миперов нету, как закрыть, то вот несокрушимый это тоже топчик. Урона нормально так повысит попе. У меня 25 хп, я надеюсь, что мы это камбэкнем. Потому что я играю с огнем. Играю чисто на острие ножа. Так, Корот пришел. Опять раскол брони мне выпал. Ну ты что, угораешь с меня? Ну у меня есть уже раскол брони, дай мне что-нибудь адекватное. Нами, там Кенч. Там Кенч. Ого. Блин, мне Шаю не очень хочется продавать, потому что она дает синергию снайперов, и это, соответственно, плюс урончик моей Самире. О, а тут магии будет нормально. Но тут звездочеты объективно так себе. Не знаю, почему он решил играть на звездочетах. Там Блицранг. Типа там Блицранг. Он хочет, кстати, Леону в 3 звезды сделать. Прикол. Ой, в 3 звезды, в 4. Он собирает там на скамейке еще одну Леону. Блин, ну магии тут много, конечно. Сейчас пока что у меня слабенько. Мне нужна Самира в 3 звезды, чтобы было сильно. Ой, хорошо. Отлично. Нами! Лук. Ну, лук ей пойдет. Ну и я закинуть терновый жилет, я думаю, это не будет ошибкой. Там физы все-таки много. 2 мага и 2 физы. Вообще по универсально найти. Если бы сейчас мне доспех Вармога выпал, было бы круто. Но я думаю, все-таки взять... закинуть терновый жилет. Ошибка это не будет. Там физы нормально у моих противников. Еще один мипер. Причем 7 миперов у него. Нормально. Нормально. Кайфует. Кайфует. Жить. Ну, терновый жилет хорошо выручает на самом деле. Очень хорошо. Особенно, когда он лучезарный. Сейчас я найду Самиру в 3 звезды, найду Орна в 3 звезды. Игра заиграет вообще иными красками. Деньги. Деньги это, конечно, круто, но нет. Мне нужны предметы. Капелька. О, шляпа Рабадона. Еще одна Нами. И усиление. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Берем. А это куда мне засунуть? Ладно, тебе засуну. Пусть пока будет. На самом деле я могу эту аномалию закинуть вообще в Нами. Будет наносить чистый урон. Будет поджог давать. Ну, пока пусть будет так. Спешить не буду. Я просто уже сделал шляпу Рабадона, и эту шляпу Рабадона мне бы в идеале тогда перекинуть в этого, Блицранка. Либо переделать какой-то другой предмет.
Там мою Самиру покупает тип. Зачем покупает? Непонятно. Но покупает. Зачем? Почему? Кто знает? Ну ладно. Кто такое? Нами давай. Уи, пум. Еще разочек. А ну-ка, давай, давай, давай. Повторение, мать учения. Давай. Пум. Не, Нами сильный герой. Если под нее еще собрать хорошие предметы, я думаю, ну, у меня хорошие предметы, объективно. Хорошие. Но надо, чтобы она чаще кастовала. Ей бы тоже копье с Эдзвина бы закинуть, чтобы ману регенить получше. Но у меня тоже хорошие предметы. Но хотелось бы получше. Джин! Ого! Хорош. Ну, конечно, хочется блицранка, но, в принципе, и так пойдет, правильно? Че жалуюсь? Че жалуюсь, когда у меня и так все замечательно, правильно? Правильно. У меня очень туго идет усиление по Самире и Орну. Но вот никто не покупает мою Самиру и Орна. Ну вот тут типок 2 купил Самир, окей. Но остальные, Фух. У меня начинает закипать кровь, потому что я недавно записывал темную звезду, и у меня была аналогичная ситуация, когда никто мою темную звезду особо не тырил. Вообще почти никто, да, целенаправленно. И по итогу мне темная звезда ужасно шла. И тут повторение мать учения, судя по всему, но тут не Джин ранний выпал. Жестко. Жесткая несправедливость. $7900 урона Нами. И 8500 Самира. Пойдет, пойдет. Давай, сейчас мне нужно жестко усилиться. Я если только один раунд проиграю, я полностью фулл сролюсь и все. О, 2 орна, о. Чего? Я выйду из экономики и сделаю так. Так, погоди. Вот так. Там Акенча может продать, чтобы выйти в экономику, или ну его нафиг. Коготь дракона. Ну, кстати, коготь дракона хорошо зайдет. Так, ладно, я закину. Ну, это надо. Облачение духов... Нет, я сделаю просто себе крепкого Орна. У меня, в принципе, небольшой хп-реген будет с когтя дракона. Я просто сейчас сделаю себе универсального танка, который будет у меня и против физы хорош, против магии хорош. Ну и чуть-чуть хп регениться будет с когтя дракона. Ну под 7 галактики игру это вообще полный развал. Осталось только собрать себе Самиру и Нами. Ой, ну Самиру и Орна. Уже оговорочка по Фрейду. Нами хочу собрать. Поняли? В 3 звезды. Продал, короче, там Кенчи, чтобы выйти как бы можно быстрее в хорошую экономику. В самом деле... Что тут? А ну-ка. Так, убийцу великанов можно блицранка, в принципе, закинуть. Это норм. Еще одна защита. Зуб Нашора. Я вот так сделаю, смотрите. Вот так. Вот так. Я думаю, это будет намного лучше, чем у меня будет вот эта вот когтяная броня. Потому что один из этих предметов будет по-любому лучезарным. И то есть я буду прям очень плотным. И защищенным, в принципе, от всего. То есть танк у меня будет сильный. Осталось его только в 3 звезды собрать. Тут моего Орна тырит. Но он в 2 звезды у него. То есть он целенаправленно прям жестко не собирает. Шансы найти прям хорошие. Ой, хорошо развалил. Джин еще и броню и сопротивление противника уменьшают на 10%. Да ты что, это вообще кайф. Блицранку в идеале вот найти... А можно ему, в принципе, и шляпу Рабадона отдать. Но в идеале блицранку найти грань ночи. По-любому ему надо. Чтобы он быстро не сдыхал и 2 раза, грубо говоря, скинул себе таргет. О, шляпа Рабадона. Я вот так сделаю, смотрите. Бэм. Бэм. «35 силы умения, силы атаки. Бонус в 3 раза сильнее, когда здоровье ниже 85%. Имба. Ну, конечно, бы, знаете, найти бы мне грань ночи в таком случае. Чтобы просто блицранг жил. Либо блицранг в 2 звезды. Что тоже будет топчик. Но хочется грань ночи, чтобы он скинул 1 раз себе таргет, потом 2 раз скинул себе таргет. То есть, прям четко себя чувствовал. Но блицранг вообще-то мощный тип, который прям нормально наваливает. Это очень хороший герой.
Ну-ка, давай, покажи, покажи. Я тебя разрекламил, покажи, как ты можешь. Сейчас он полностью отхилится, ну видите? Давай, 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 давай. А ну подкинь. Давай. Не, ну 7700 урона нанес, кстати. Я даже не заметил как, но 7700 урона он нанес. Хорош. Если один раунд проиграю, я полностью сраливаюсь. Мне Самиру и Орна в 3 звезды найти. Только я их нахожу, все. Можно дальше идти в уровень. Можно дальше идти в уровень. 2 Рамуса пришло, Сона пришла. Орн. Отлично. Знаете, как я вижу идеально вообще свой стол? Либо докидывать снайперов, либо докидывать стенку. В моем случае я, наверное, хотел бы докинуть стенку. 4 несокрушимых. То есть взять 10 и докинуть себе 4 несокрушимых. Это будет Шен плюс Рамус. Либо же снайперов. Надо будет смотреть, что типа не хватать будет. Ну-ну. Так, предмет... Вообще без разницы, что брать. Надо их переделывать. Такие себе предметы. Фиора. Рамус. Орн, отлично. Я сейчас, если что, фиолки скупаю. Пусть будет. Меньше фиолок будет в пуле. Соответственно, что? Правильно. Будет намного проще собрать мне нами. Может, соберу нами в 3 звезды. Это, конечно, уже слишком сильно губу раскатал, но чем черт не шутит, правильно? Тут чел что-то непонятное играет. Ну ладно. Ну, с Орном в 3 звезды, знаете, уже как-то намного увереннее играется. Блицранг нормально наваливает. Это он только в 1 звезду. Когда в 2 соберу, что будет? Вообще развал будет. 7300 урона. Это еще намеш делает раскол брони, когда активирует свою, ну, просто стычки. И, соответственно, когда активирует свою ультимативную, она по всем этот шарик наносит. И, соответственно, всем понижает сопротивление. То есть комбинация лютейшая. О, Морила Намикон. Ой-ой-ой. Шен. Не. Я опасаюсь Мипера, потому что Мипер огромный. Может, Морила Намикон оставить? Тяжело идет мне, конечно, с Амиром. На самом деле, стадия 6.2, я должен уже был закрыть Галактику Грува на стадии 5 примерно. Ну, чем раньше, тем лучше, конечно. Ой-ой-ой, как он меня развалил. 9 хп, надо полностью ролиться. Ладно, Ладно, я ставлю этот предмет. Это хороший предмет. Порезать хп-реген вражескому танку, это многого стоит. Блин, у меня нами в 3 звезды, походу, соберется быстрее, чем я соберу Самиру. Дай, пожалуйста. Наконец-то. Сейчас будет намного проще. Хоть аномалия и дает поджог, но этого недостаточно. Блицранг так долго не живет. А, подожди, аномалия не дает поджог Блицрангу. Фу. Там силу умения, силу атаки дает. Я что-то подумал, что это как у Нами баф, прикиньте. Но этого типа я вообще не боюсь. Я его вообще в легкую снесу. А, он даже долететь не успел. На самом деле, когда Блицранга в 2 звезды соберу, это будет вообще песня. 7000 урона у Нами. Здорово. Но типок на миперах сильный. Очень сильный. Еще. Но это мне не надо. Цепь вышибала, это мы берем. В Джина пойдет. Ну этот вообще легко рассыпается тип. Я его вообще не чувствую.
Вот Мипер опасный. Мипер опасный. Мипер сильный. Мне бы в идеале в уровень пойти. Но я не знаю, переживу ли я или не переживу. Может реально вместо шляпы Рабадона закинуть Морилономикон ему? Куда шляпу Рабадона деть? Морилономикон просто даст мне +1 манреген еще. Поэтому я сейчас так задумаюсь о нем. Шапка дает-то просто много урона магического. А нормально я его вынес. Охренеть, я ему 2 хп оставил. Я что-то не ожидал, что я его так снесу. Ладно, оставим как есть. Оставим как есть. 5500 урона у Нами и 5500 урона у Блицранка. Ну я... А на Шена поставим, чтобы быть тупо плотнее. Надо расстановку поиграться. Я думаю, если я всех кучно оставлю, будет печально. Ну-ка, закинем этот меч вот так. Успел. Вот так. Он дает просто и щит от максимального хп, и скорость атаки 10%. Может, это будет приятный бонус. Нами чаще будет кастовать, будет больше урона, наверное. Или, может, щиточек все-таки лучше. В того же самого Орна. Не, ну этого вообще не опасаюсь. Я его вообще в легкую сбрил. Даже не чувствую. А вот Мипер опасный. Мипер опасный, чуть не сдох от этого типа. Понял. На самом деле там у него в попе просто не очень предметы. Ему бы в попе копье Седзвина, и он прям бы табло срывал. Фу. Да, я, наверное, вот этот вот меч оставлю под Орна. Или может так оставить все-таки. Ну, тут, да, тут 200 щит, но 10% скорость атаки. Как же мне идет Грейвс? Блицранг. О, Джин. А кого продать? Ладно, Шен, прости. Что тут? Клинок Клинок смерти возьму. Хотя на самом деле, мне кажется, клинок Гинсу было бы попрофитнее. Но клинок смерти тоже хорошо. У Джина будет нормально сейчас урона. Он хоть и не галактика грубо, но тоже норм. Хотя клинок Гинсу, я думаю, тоже было бы хорошо ему закинуть. Хотя 10 секунд надо прожить. А ну снесу типов. Че по урону у Джина? Ну так себе урон у Джина, если честно. Я рассчитывал на большее, 4200, но топ-1 занял. Топчик. Топчик. Все замечательно? Все замечательно. Эх. Жалко, что я чуть-чуть подслил ранах. Жалко. Я просто там тестировал одну сборочку, потестировал до такого, что опустился до 0 очков. Ну ладно, пойдет, пойдет. Тестировать надо. Надо играть в удовольствие. Ну, вот такая вот получилась Галактика Грува. Простая, очень сильная сборка, которую в основном рейтят все. Я, если честно, удивлен, что в этой игре никто ее не рейтил. Обычно в каждой игре ты видишь по 2-3 Галактики Грува и просто берешься за голову и думаешь, боже, типа, вы знаете что-то другое, кроме Галактики Грува? Ну, в общем... Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!